Приветствую вас на канале Феникса. Меня зовут Таня. Я решила сделать себе на этой неделе небольшой челлендж, вызов и нарисовать 7 рисунков. Скоро у нас Пасха, у меня уже весна вовсю, в душе и в сердце. И я выбрала 7 идей из журнальчика, которые связаны с Пасхой. Вот в этой статье очень красивые иллюстрации, и мне хочется, вдохновившись ими, нарисовать несколько работ. Собственно, рисовать каждый день, что же тут сложного? Соглашусь, для меня вызов заключается в том, что рисовать я планирую карандашами, цветными карандашами, что для меня, человека, который цветными карандашами практически не рисует, действительно настоящий вызов. Заодно узнаю побольше о техниках. Карандашами я только раскрашивала в своей жизни. В теории ими прекрасно можно рисовать, и люди рисуют потрясающие картины, но я не умею. Поэтому я буду пробовать и учиться. Так, из карандашиков у меня здесь в основном Faber-Castell. Большой набор, который я когда-то давно купила ради того, чтобы раскрашивать раскраски для взрослых, но через какое-то количество времени забросила эту страсть. Поэтому лежали они у меня без дела, нечего им без дела лежать. Подумала я, надо учиться ими рисовать. И потихоньку, иногда, время от времени, рисую карандашиками, пока только ландшафты. И пока они получались достаточно плешивые. Да. Вот, и вот, в общем, такой набор. У меня часть карандашиков здесь, часть осталась в коробке. Цвета вам показала. И еще немножечко карандашиков, но совсем чуть-чуть. Бывает. Немножечко карандашиков от других производителей. Luminance это карандаш, Derwent немножко. Здесь интересные цвета, оттенки. Поэтому вот. Вот чем я буду сегодня рисовать. Покажу теперь на чем. Бумагу я для карандашей выбирать не умею. Какая нужна, не знаю. В теории вообще думаю, что подойдет совершенно любая, но когда я пробовала рисовать на акварельной, остается очень много белых пробелов. И акварельную бумагу я не оценила, возможно, потому что я совершенно не умею тушевать карандаши, тем более со всякими добавками для растушевки. Пока это мной не покоренные вершины, поэтому рисовать буду вот... Для меня это, честно говоря, скорее no-name скетчбук Fine Line. Купила когда-то давно для акварели, когда еще не знала, что для акварели нужно. Подумала, какой красивенький, зелененький. Вот, очень такая приятная обложка. Вот взяла себе. Естественно, стопроцентная целлюлоза, что тут говорить. И листики достаточно, ну, средней твердости, средней тонкости. В общем, для карандашей, надеюсь, пойдут. Я уже пробовала здесь однажды рисовать. Ой, это гуашка. А вот карандашики у меня вот что-то такое. Не могу добиться глубины цвета. Но, может быть, это не так плохо для пасхальных рисунков, где все должно быть светленькое и веселенькое. Бумага гладкая, поэтому карандаш должен ложиться ровно. Буду пробовать. Теперь, что касается того, что я буду сегодня рисовать. У меня много всего. Весенний журнальчик. Покупаю такие для вдохновения, просто полистать, посмотреть, окунуться в атмосферу всегда приятно. Есть в этом что-то такое теплое. Вот такой разворот.
достается мне сегодня. Здесь очень много элементов. И цветочки, и зайчики, и яички. Все такое яркое, пестрое, как раз для карандашиков, думаю я. Единственное, что вот разворот. Надо будет здесь самой додумать, что посередине. Но, правда, у меня есть вот маленькая картинка, как это может выглядеть, да. Кстати, на квадратике. У меня здесь как раз квадратики. Может, я вот такую возьму. Но мне почему-то очень нравится... Чего здесь не хватает? Мне вот луковички нравятся. Вот как бы вот такая вот круговая композиция. Не знаю, размещу я это на один квадратик или в итоге на разворот. На разворот, наверное, она слишком будет большая для этого. Я, наверное, замучусь карандашами все это раскрашивать, но кто знает. И еще тут такие достаточно лично для меня сложные коробочки для яиц, очень сложной формы. Как бы мне их упростить визуально, чтобы они и коробочками остались. Ну, в принципе, я уже придумала. Есть идея. Ладно, буду пока делать карандашный набросок. Ускоряю. Ну, вот такой какой-то у меня набросок получился. Решила все-таки сделать это на одну страничку, этот рисунок небольшим. Нанесла основные контуры. Надеюсь, мне этого хватит для того, чтобы впоследствии карандашами все доработать. Естественно, я не буду прорисовывать все детали, которые на этом рисунке. Я могу делать все, что хочу, рисовать даже каким хочу цветом. Но мне нравится здесь и композиция, и цветовое сочетание. Теперь настало время подобрать карандашики под все это дело. Наверное, это самое сложное, потому что в акварели оно как-то, проще. Мешаешь цвет, который тебе нужен, и окей. Давайте смотреть. Вот вся таблица цветов полихромусов, которые у меня. Мне нужны синие, фиолетовые. Такое чувство, что надо просто рисовать и брать то одно, то другое. Вот фиолетовый хороший, желтый тут вот понятно, синий какой-то тут интересный оттенок, голубой точнее, такие что ли. В общем, даже не знаю. С пастелью я обычно достаю все, что мне нравится. Что делать сейчас, я немножко не знаю, я теряюсь. Поэтому, наверное, просто буду раскрашивать, как вижу, и стараться сделать это хорошо.
Кажется, я закончила. Не то чтобы очень ярко получилось, но довольно интересно было тени расставлять карандашами. Конечно, работать совсем не то же самое, что акварелью. Наносишь фон, а он никак не становится темнее. И следить надо за тем, сколько слоев ты нанесла, сколько еще ты можешь, сколько бумага выдержит. Бумага тонкая, очень мягкая, легко рвется здесь. Это я пыталась сделать рамочку сначала из скотча. Нет, с этой бумагой так лучше не делать. Но мне нравится то, что получилось по-весеннему, весело, ярко. Фон я делать не стала, потому что на белом листке мне придется закрывать тогда весь листок. А мне кажется, что и так, когда объекты выделены, довольно красиво. И в целом получилось больше как иллюстрация, нежели как реальная работа, реальная фотография, не как с натуры, больше иллюстративно. Вот, надеюсь, вам понравилось. Завтра буду рисовать что-нибудь новое. На самом деле завтра у меня по плану довольно большая работа. И да, в общем, рисовала я вот это. А завтра мне предстоит вот такой натюрморт. Здесь столько всего намешано, что я не знаю, что тут стоит рисовать, что не стоит. Как будто просто в кучу все скинули. Буду выделять основное. И, наверное, я сделаю этот разворотик на 2 странички. Как раз. Вот. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо большое, что смотрели. Оставайтесь, приходите в следующий раз. Присоединяйтесь ко мне, тоже рисуйте. До Пасхи еще есть время и возможность нарисовать много очаровательных работ. Спасибо большое, что были со мной. Хорошего вам дня. Рисуйте и счастливо!